Сегодня мы покажем вам процедуру татуажа губ, плотный помадный прокрас. И процедуру будет выполнять один из лучших мастеров в России, на мой взгляд, это Кристина Черненко. Она наш амбассадор, она долго работала нашими пигментами, прежде чем мы ее обнаружили. И она, в принципе, изучила, как они ложатся, как они заживают, сколько надо проходов. Вот эти все нюансы я буду задавать ей вопросы в течение этой процедуры. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева, и вы находитесь на нашем канале в YouTube, где мы бесплатно обучаем вас, как правильно работать нашими великолепными пигментами. Ссылка на них будет в описании к этому видео. Вопросы задавайте также в описании к этому видео, и если мы на что-то не ответим сегодня, то мы обязательно запишем еще видео. У нас здесь очень интересная форма, практически нету вот этой вот арки. И такая форма, которая, на мой взгляд, нельзя вываливаться на кожу губ. Насколько ты в своей работе нарушаешь вот эти границы красной каймы и кожи? Здесь мы не можем выходить за контур губ, потому что уже начинаются поры. И мы их видим, и волоски, вот они уже пошли пушковые. И если мы выйдем выше, то это будет, что волоски у нас растут прямо на губе. И, естественно, мы не можем выходить и должны работать в пределах формы, ее природной. Карандаш обычный, сухой карандаш, которым хорошо рисовать эскиз, да? Просто чтобы да, обычно красный карандаш, сухой. Я тоже люблю сухие карандаши, чтобы легче стирать. Можно и ручкой, но мне больше нравится карандашом рисовать. Потому что, в принципе, я не фиксирую так особо эскиз, я всегда фиксирую иглой. Выруби его, выбраться. Так, что еще хотел спросить? Обсуждаешь ли ты эскиз с клиентом или рисуешь, что получится максимально красиво, а потом показываешь готовое? Рисую сначала, максимально, что получится, а потом показываю готовое и уже потом обсуждаем. А вдруг ты потратишь много времени на рисование, а она скажет, это вообще не то, что я хотела? Обычно как-то таких проблем не возникало. Те, кто обычно что-то хотят, острые какие-то углы или еще что-то, они сразу говорят. А так обычно никаких проблем не возникало с этим. И кто сразу хочет выйти за контур губ и говорят, увеличатся ли у меня губы и так далее, они тоже говорят об этом сразу. Что увеличатся ли у меня губы. Губы у вас увеличатся только от цвета, но никак не от того, что мы можем выйти за контур. Бывают такие губы, например, гиалуронкой, которые уколоты, они вроде большие, но у них нет цвета, и они постоянно их колят, думают, что они их не видят. А сделав татуаж, у них сразу появляется цвет, и желание постоянно колоть эти губы перестает быть. Кстати, прикольная заметка. Действительно. Многим, кстати, вот такая форма губ нравится, что нету арки. И многие клиенты даже просят сделать прямую арку. Какой цвет ты подберешь и как ты его будешь подбирать ей конкретно? У нее, в принципе, губы можно любой цвет, прям сильного холода такового нету. Пигментация есть чуть-чуть по бокам. Но она сказала, что ей нравятся розовые цвета, поэтому мы решили взять тепло-розовый, 201. А как ты ведешь себя с губами откровенно холодными? Если прям сильно холодный, то корректором оранжевым. В одну процедуру с основным цветом или заживляешь? Я в основном всегда в одну процедуру делаю. Потому что, как правило, клиенты не хотят приходить 2 раза, 3 раза. Они хотят все за один раз. Я делаю корректором, если прям вообще, синюшные. И теплым цветом. Ты, я так поняла, не рисуешь никаких точек, разметок, все на глаз, да? Да. У тебя какое-то образование художественное? Или развила глазомер просто? Нет, просто у нас все рисуют в доме. Гены? Наверное.
Сколько всего с эскизом в спокойной обстановке у тебя процедура занимает по времени? Ну, где-то 1,5 часа, час где-то. Ну, смотря какие губы. Если вот такие большие, то 1,5 часа. А в начале твоей работы ты сколько работала? Ну, на губах подольше, часа 2, 2,5 там. А ты делишь для себя как-то, знаешь, готовишься ли ты к заранее, ну там бывают такие мягкие тягучие губы, которые ты прям еще рисуя эскиз, понимаешь, что все, смерть твоя придет с ними. Ну, вот тут они, в принципе, вот. Как раз такие? Да. Это закон, как всегда. Или плюс-минус одинаково все равно со всеми работаешь? Не, ну если когда я вижу, что легкие губы, там, которые Плотные, да? плотные такие, да, то, ну, прям я знаю, что все, можно это расслабиться и нормально все будет. Но вот такие губы, они, конечно, прям, ну, уже видно, что они сложные. Ну, по-другому на мастер-классах и видео не бывает. Потому что они тягучие, видно уже, и будут долго прокрашивать их надо будет. Анестезией ты пользуешься первично или нет? Первичной нет. В Никогда. основном, ну, если я когда фиксирую эскиз клиенту, то я вижу, что он начинает уже сжиматься, Страх, охать, когда видишь, ахать, то сразу же, ну, тогда я наношу первичку. А если он нормально лежит, спокойно, адекватно, то нет. Ну и какой пользуешься в итоге? Первичной, вторичной? Ну, первичной я пользуюсь Acryl Pro, а вторичкой пользуюсь либо Sustain, либо коктейль. Каким аппаратом ты работаешь и почему? Ну, я работаю беларом на всех зонах. Ну, также у меня есть и инжектора, маст пузатый, который. Ну, я люблю работать одним аппаратом всегда. Там те как запасные, потому что, ну, держать, например, аппараты там какой-то для губ, какой-то для век, третий для бровей, но мне кажется, это полный бред. Привыкаешь, ты имеешь в Потому виду, что ты привыкаешь к одному аппарату. Ну и, в принципе, одним аппаратом можно спокойно делать все зоны. Тебе не мешает маленький вылет беларовский? Нет. Привыкла тоже. Угу. А на волосатых бровях? То Тоже нормально как-то я не замечаю какого-то дискомфорта. А маст у тебя валяется просто как запасная машинка? Тебе он не понравился в работе? Не, он хорошо красит, но просто мне кажется, что у них вот этих мастов не сильно стабильный прям штрих. Ну а так, в принципе, им можно делать спокойно работы и красиво получается. Угу. Таким образом ты проверяешь, да? На что ты обращаешь внимание? Ну, на вот эти углы, чтобы они как бы соединялись, да? И В одной вот эта точке симметрия что-то. Ага. видно, где выше, где ниже, когда. Если ты видишь потенциально сложные губы, ты меняешь иглу, например? И какой, в принципе, иглой ты работаешь? Ну, я работаю 0,30 квадрон. 0,3, да? Да, единичкой. Ну, 0,30, да. Ну, работаю всегда в основном 0,30. Без, ну, все равно какими губы. Все, да, начинаем? Я начинаю фиксировать эскиз тонкой линией. Твои движения на себя только? Ну, на себя и маятником, Да. когда как удобней. В принципе, это не принципиально. И растягиваю я, получается, в 3 стороны. Двумя пальцами вот этими и мизинцем под себя. То есть ты ставишь близко к контуру пальцы двух рук и тянешь в Да. противоположные стороны Мгм. и на себя большим пальцем. Ты ее ничем не обводишь, не фиксируешь, ни пудрой, ничего такого не используешь, да? То есть ты уверена, что ты с первого раза контур зафиксируешь, да? Да. Мгм. Ну, я проверю потом, как бы ватной палочкой, но вообще в основном всегда фиксирую с первого раза. Начинаю, ну, вот так потихоньку делать тонкую линию. Ну, вот я уже вижу, что как бы клиент адекватный и нормально терпит, поэтому можно без первички свободно работать. Обычно, которые боятся или там у них какие-то проблемы, они сразу начинают пищать, стонать и
поэтому лучше нанести первичку. Как бы каких-то изменений, прям, допустим, с первичкой там или без, я не замечала. Ну, что там кожа становится прям другой. Я такого не замечала. В принципе, работаешь, ну, как обычно. Скорость у тебя на аппарате на 5,5. на критика или 5,5 и на всю процедуру, или ты меняешь ее в Нет, процессе? на всю процедуру. На любой коже. Да. Все, то есть привычная скорость такая. Угу. Какой пигмент номер еще раз напомни, 201, теплый розовый. Теплый розовый 201. Это довольно светлый пигмент. Вы выбрали его, потому что ну, почти не красит губы, да? То есть... Да, она хочет натуральный розовый. Ну и в принципе как бы сильно яркие ей не нужны, она теплая. Как бы и холодный цвет ей тоже не нужен. Ну а так губы у нее, ну в принципе чуть-чуть холодноватые свои, но не критичные, можно работать в принципе любым цветом. Обычно я у клиента спрашиваю, какую они любят помаду, они либо показывают, да, либо карандаш. И исхожу с их внешности. Потому что если она теплая вся, то как бы холодные губы ей не пойдут. Ну и если губы синюшные, то, естественно, холодным цветом мы не можем работать, потому что они тогда будут еще холоднее. Смотри, есть такое некое противоречие, да? Есть цветотипы клиентов, и когда мы работаем на губах, мы выбираем пигмент, который подходит цветотипу, да, потому что холодному какому-нибудь типа зимы цветотипу вообще не подойдет теплый цвет на губах. И если у такого цветотипа холодного какого-то, допустим, еще и синюшные губы, что ты тогда делаешь? В любом случае, как бы холодным прям я не буду работать, я в любом случае затеплю. Можно сделать какой-нибудь нейтральный цвет, который не холодный и не теплый, но не холодный. Есть еще клиенты, которые просят сиреневые губы, там, фиолетовые, как сейчас модно. Но это только помады. То есть ты, в общем, за натурель, да? То есть Да. вот этот изврат всевозможный, когда коричневые или белые, ты не будешь работать с такими, да? Белые губы, причем, ну вот которых много-много белил, старый вот татуаж приходит, они прям белые у них. И они очень тяжело потом перекрывать, все равно эта белесость видна. Как бы удалять тоже, ну, никто не хочет. Да и в принципе и сам мастер не заинтересован в этом, потому что это долго и нудно, и я бы не хотела это удалять. Сколько обычно проходов ты делаешь? 3. Ну вот первый проход, сейчас зафиксирую эскиз, потом пройдусь, нанесу анестезию. Второй проход такой основной. И третий уже закрепляющий, где пробелы какие-то. Ну, второй проход самый основной. В губах самое главное просто терпение и равномерно прокрашивать. Монотонная, занудная работа, да? Штришки, штришки. Ну, я проверяю. Просто ватной диской. Вот ее хорошо видно. И как бы ее не будет видно потом, когда я работу сделаю. Просто тоненькая полоса. Если анестезию нанести, то ее вообще будет четко видно. Как бы контур прям такой я не делаю, там, как многие там фиксируют эскиз, у них прям четкая полоса вот эта. Она потом так и заживает четкой полосой. А тут чисто тоненькая вот полоска, еле заметная. Мы уже увидели. Или ты в нескольких местах проверяешь обычно? Да нет, обычно нет. И начинаем прокрашивать хорошо уголки. Уголки всегда очень тяжело прокрашиваются, и их можно прям долго на одном месте. Так, расскажи про уголки. Я знаю, что у многих мастеров проблема прям с уголками. У нас кроющие яркие пигменты, но несмотря на это, в некоторых частях губы они ложатся прям идеально, легкий штрих, а уголки почему-то сложно прокрашиваются. Ну, потому что там такая кожа, она плохо прям прокрашивается, и еще обычно мастерам тяжело под углом держать машинку. Под углом ты имеешь в виду вертикально 90, или наоборот? Нет, 90 градусов. Вертикально. И поэтому тяжело прокрашивать. Ну и прям хорошо-хорошо, потом на втором проходе я прям хорошо прокрашу, потому что когда бывают вот эти углы не прокрашены, оно не очень красиво смотрится и кажется как незаконченная работа в зажившем виде. Штрихи на себя сейчас, вот когда ты прокрашиваешь? Ну, в основном на себя, но и маятником также. Я натягиваю не прям очень сильно, ну а так, чтобы кожа была более ровна, но не прям сильно тяну ее.
Просто выравниваешь. Мгм, да. И делаем прям мелкими штрихами, близко друг к другу. Начинаем прям хорошо, плотненько прокрашивать, равномерно. Если мы начинаем скакать, то потом губы начинают быть пятнами, и надо будет докрашивать в этой зоне. Тут самое главное в губах именно равномерность вот этого прокраса. Ты как будто у меня училась в школе. Все мы приходим в итоге к одному и тому же, да? Потом, с опытом. Ну, в принципе, да. Да, в чем ты принципе, все стабильней, да. техники, ну, они одинаковые. Все вот эти названия, это ну, Да. обычная та же растушевка. Вот эти все маркетинговские названия, особенно брови, там уже невозможно слушать это. То пиксельный, то нонопиксельный. Там. Насколько глубоко в слизистую ты заходишь, когда работаешь помадно? Ну, прокрашиваю, ну, максимально, вот, насколько возможно. Но я когда буду делать второй проход, я прям прокрашу. А сейчас пока не буду, чтобы отек не был сильный. Чтобы было более плавно, когда они заживают. Если слизистую не прокрасить совсем, то тогда получится, ну, слишком прерывисто. Но у нас тут цвет, конечно, натуральный такой. Тут можно... Он все равно вольется в ее цвет губ. То есть чем контрастнее, ярче цвет, тем... Тем надо сильнее прокрасить слизистую, чтобы не было это как непрокрашенная помада. Как съеденная, да. Существует мнение, что все равно съест, и туда не лезут многие Ну, мастера. когда само оно съестся, оно будет более равномерно. А если ты не прокрасишь, оно будет прям такое, хоп, ну, прям полоса будет, где светлая и прокрашенного. Ну, по крайней мере, я это замечала, когда люди приходят на обновление. И когда оно само по себе уходит, оно уходит более равномерно. Все равно губы начинают сливаться цветом татуажа. Есть ли у тебя любимые картриджи какие-то? Или ты Ну, я квадрон? работаю в основном на квадроне, Defender. Ну, и все, в принципе. Ну, масты еще неплохие. Не мешает тебе вот эта лужа пигмента? Ты на ощупь работаешь, да, получается? Угу. Ориентируешься на ощущения чисто вот в пальцах, да? Да, Твой блок заходит на предыдущий или они соприкасаются? заходит. Заходит. Напополам примерно? Или да, даже больше? ну, нахлёстом, как бы, получается, напополам где-то. Ты увеличиваешь длину блока, ну, как бы длину штриха, когда ты приходишь в широкую часть. Вот я просто вижу, что там в уголке были маленькие штрихи. Ну, чуть-чуть, да. Но я сейчас прокрашиваю так, чисто, ну, не особо плотно. Я просто хочу протравмировать ее, прокрасить. А потом нанесу вторичку и уже потом буду хорошо прокрашивать прям. Если, допустим, акварельный прокрас, да, такие хорошие губы, которые одного цвета, белые там или прозрачные какие-то, то можно и пошире штрих делать. Но такие редко губы встречаются, которые подходят для акварели. В основном обычные клиенты, это которые с проблемными губами, либо там сосудами какими-то, пятнами, симметрией или еще с чем-то. Я хочу тебе сказать, что я не вижу вообще контура. Ты видишь? А, Для тебя вот. это достаточно? Да. Окей. Просто ты, Ну вот, ты не видишь, садишься, не смотришь по форме, ничего. То есть ты уверена, да, в себе, для тебя все хорошо видно. Ты нанесла анестезию уже? Да. Окей. Вот вставляю ватку, чтобы губы были более натянутые, так как они у нее тягучие, большие губы. И так будет удобно, они будут более натянуты. И мы видим, что анестезия, уже губы побелели, вот этот контур. И начинаю уже более плотно прокрашивать. Причем вот когда вставляем ватку, углы легче прокрасить, потому что они прям выворачиваются. И хорошо начинаю прокрашивать. И начинаю прям прокрашивать очень плотно к контуру близко. И идем, спускаемся аккуратненько, мелкими-мелкими штришками слизистой. Тут у нас стоит задача именно хорошо прокрасить губы. И натягиваем, вот так пальцы ставим, натягиваем две стороны. Ну вот я протерла, смотрю, и ну прям видно уже, как хорошо прокрасился вот этот угол. Игла всегда 90 градусов к губам, тогда штрих у нас равномерный. Покажи мне линию, я не вижу ее прям. Ну вот. Вот, где белое вокруг, да? Вот здесь вижу хорошо. То есть для тебя этого реально достаточно, Да. да? Ты четко видишь и идешь, прокрашиваешь.
Когда ты понимаешь, что вот цвета хватит, как ты определяешь? Ну, я натягиваю хорошо и смотрю. И когда уже как бы, ну, нету таких пробелов прям, то все, пора остановиться. Ну, вообще иногда надо заставить себя, что пора остановиться, потому что иногда можно красить бесконечно все это. Как часто ты наносишь анестезию во время процедуры? Ну, в основном один, ну, максимум 2 раза. Как ты выбираешь силу нажима на конкретных губах, то есть и плотность прокраса, скажем так? Ну, я начинаю, когда работать, но уже видно, что как хорошо ложится пигмент. Если, допустим, пигмент очень плохо ложится, то я начинаю штрихи делать еще ближе друг к другу и медленнее, чтобы, ну, хорошо прокрашивалось. А если хорошо ложится, то начинаю работать как работаю. Но всегда прощупываю сначала, и там уже выбираю, как мне лучше работать. В принципе, сейчас ложится нормально пигмент. И уголок хорошо прокрасился? Пигменты, ну, очень легко ими работать, потому что они кроющие, и, в принципе, ну, вот со второго прохода уже можно заканчивать работу. Ну, чисто локально где-то что-то доработать, и все. Так, ты подобралась к середине губ. Бантик часто получается несимметричным у мастеров, особенно у начинающих. Как ты кладешь штрихи вот в этой части губ? Расскажи, пожалуйста. Ну, тут еще часто он хуже приживается, пигмент, да, надо хорошо его прокрашивать бантик, потому что тут тоже плотность кожи губ чуть-чуть другая, как и на углах. И можно прям вот бантик прокрашивать нахлёст друг на друга, треугольником вот так штрихи, чтобы хорошо его прокрасить, потому что зачастую он хуже прокрашивается, как и углы губ. Ну вот смотри, сейчас ты растянула кожу губ, и вообще почти не видно арк. И ты держишь в голове форму или, ну, как ты это делаешь? Нет, я ее вижу, вот Видишь, да? мои полосы, да. Не Из-за то, что неё нет, я не понимаю, выхожу. я сейчас по-другому скажу. То есть видно твои полосы, но когда ты растягиваешь кожу, они как бы выпрямляются, Ну, сглаживаются. все, я такое просто ощущение. не иду, ну, выше них не прохожу и все. Тут самое главное не выскочить за Да, контур не в выскочить любом за месте. контур и все, потому что потом вы никогда не сможете посмотреть ровно, неровно, потому что может отек быть, во-первых, неравномерный, да, одна сторона губы больше отечь, другая меньше, и поэтому только я ориентируюсь на контур, который я провела изначально. Ну, я хорошо вижу твой цвет, он такой нежно ложится, красиво. Он очень натурально смотрится, поэтому почти сливается Да. сейчас со своим. Если бы не анестезия, то и видно не было бы, да, в работе. Ну, он прям натуральный, да. Прям губы будут прям как свои, чисто с контуром. Ну, видно, что, ну, вот эта сторона уже хорошо Да, я прокрашенная. вижу. Вот я вижу, ты нашла пробел и вернулась, да? То есть ты так делаешь, ничего страшного. Да, ничего страшного. Главное равномерно, чтобы был вылет и вход равномерный, чтобы не было вот этих пятен. Главное равномерный вход. Где слизистая в данный момент? Покажи, где ты остановишься. Это же самая широкая, по сути, часть губы, да, бантики. Ну вот я хорошо вот эту серединку прокрашу, потому что она очень белая зачастую, это не очень красиво смотрится. И прям вот, ну, максимально, насколько возможно, вот широкими штрихами сделать, чтобы оно равномерно ушел цвет и слился со своими губами. Получается, у тебя видимая часть губ прокрашена прям плотно, а там, где А там, слизистая, да. растяжка, да? Мгм. И оно сливается в свои губы и смотрится очень натурально. Цвет губ, цвет пигмента я тоже подбираю максимально, ну, если хотят натурально, к своим губам. Как часто к тебе приходит с запросом сделать очень яркие другого цвета губы? Но обычно все приходят за натуральными, но на коррекции выясняется, что они все хотят яркие. Это, наверное, страхи в начале, да? Да. Потом они привыкают, вот когда губы первые 3 дня яркие, они привыкают к ним и хотят уже такие губы на постоянно. Вот я сейчас вижу, когда ты отпустила, что твой штрих остановился как бы прям ровно посередине, да, между линиями, которые идут вниз от максимально высокой точки. То есть вот как бы уголок. Да. И в середине этого уголка, да, ты остановилась. Получается, дальше ты просто штрих вверх кладешь, да? Да, начинаю, ну вот от контура и спускаюсь вниз. Ну и вот тут как бы получается углом.
делаю. Просто у нас тут нет особой арки, ну, на губах, да. А когда ярко выраженная арка, то получается, ну, мы работаем вот так вот. Острее угол, Да. да. Ну, штрихи у тебя не длинные, я смотрю, такие миллиметра 3 максимум, да? Ну, короткие, да. Ну, нам Короткие. же плотно надо тут прокрасить. То есть, если бы у тебя была акварель, то ты То бы... пошире, да, можно штрих. То есть, по сути, ты делаешь просто ровную губу и все, да, не особо натягивая. Угу. Ну, вот тут, допустим, я вижу, что чуть-чуть, ну, пробел такой прям пятно. Так, ну, ты закончила верхнюю губу, но я вижу, что вот эта часть более светлая. Но я пока нижнюю буду прокрашивать и подожду, потому что может пигмент проявиться. Если не проявится, тогда я еще пройдусь там. А что ты называешь проявиться? Что это за процесс в твоем понимании? Ну, вот тут, допустим, ну, уже стало ярче. Прям в процессе работы, да? Да. Угу. То есть там остатки анестезии сойдут, И он станет... подпроявится. Понятно. Покажи, как ты красишь нижний уголок, да, как Ну, натягиваешь я кожу. натягиваю кожу, получается, в две стороны, и мизинцем оттягиваю в третью сторону. И начинаю аккуратно прокрашивать мелкими прям штрихами. Прям по миллиметру, да, такие Мгм. штришки. Красиво цвет ложится, прям мне нравится. Двигаясь от контура к слизистой. Как понять, что на правильной глубине, например, мы работаем, что не выделяется кровь, там, излишняя прям сукровица. Ну, бывают, да, такие губы прям сосудистые, когда чуть-чуть есть сукровица, но оно должно быть все в мере, никакая кровь там течь не должна. Слушай, ну вот нижняя губа, она более круглая сама по себе. Ты ее как-то проворачиваешь, прокручиваешь, Получается, вот я ее тяну в три стороны. но и в она две все равно стороны, круглая. То есть ты ну, я, получается, машинку подставляю, чтобы мне было удобно более ее прокрасить. то есть вот чтобы эту круглость обойти, ты угол машинки Да. чуть меняешь каждый раз, Мгм. да? Получается, машинку мы подстраиваем под губы, как делаем, чтобы максимально 90 градусов ее держать. И губы выворачиваем так и ставим машинку, чтобы было удобно прокрасить эту округлость. Ну и плюс у тебя штрихи маленькие, да? Если Да, бы и он был маленькими большой, штрихами. размашистый, тебе было бы сложнее округлость обойти, а маленькими проще. Ну, на губах вообще лучше маленькими работать, потому что такая отека меньше и быстрее прокрашивается. Потому что если большими штрихами работать, то будет сильный отек и будет мало прокрашено. Ну, видишь, сколько мастеров, столько и мнений. Я много вижу, как работают прям таким сантиметровым штрихом практически, размашистым. Ну, мне кажется, вот от маленького штриха отек прям максимально минимальный. Ну, вот мы видим, что его особо как бы То есть нет. к концу работы верхняя губа уже подсдуется, придет в Мгм. себя и будет видно и цвет, и форму, да? Да. Потому что, кстати, твои губы мы когда смотрим, иногда кажется, что прям, ну, такие обработанные, такие идеальные. А на деле это просто прокрас хороший. Ну, потому что я всегда работаю, ну, вот в помадном прокрасе. Поэтому я прокрашиваю хорошо их прям. Часто ли ты делаешь коррекцию на губах? Редко, только, ну, когда середина, вот бывает, там надо прокрасить, а так в основном бывает, что коррекция не нужна. А приходят твои клиенты показать или не Ну, нужна? я и не прошу приходят? всегда прийти. И бывает просто говорю, ну, как бы нам нечего. И вы ярче, если не хотите, то как бы все свободно, потому что прокрашивать нечего. Ну, бывает, там они хотят ярче, например, и беру уже тогда ярче пигмент. Ну, а так в основном на губах заживает 100%. Ну, все. Покажи, пожалуйста, как в середине, вот в самой круглой части, ты натягиваешь и прокрашиваешь во всю ширину. Ну, получается, вот я вот так вот ставлю пальцы, раздвигаю и чуть-чуть придавливаю мизинцем и начинаю аккуратно вот так вот прокрашивать. Прям хорошо. Вот тут самая сухая часть. Ее можно перед этим увлажнить вазелином и хорошо прокрасить ее. Потому что бывают прям такие сильные корки. Ну да, у Их многих. вообще невозможно прокрасить. Их надо размягчать хорошо. Но несмотря на корки, ты все равно прокрашиваешь Да. помадно, да? То есть вазелин помогает достаточно. Ну, помогает, да, и плюс размягчается. И когда начинаешь работать, все равно вот эти корки, они слазят.
Ну и получается тоже самая интересная часть, это внешний уголок, потому что дальняя сторона от тебя губы, она сложно доступная для многих мастеров, и они там не докрашивают. Сейчас мы двумя пальцами натягиваем и мизинцем придавливаем, тянем в третью сторону и аккуратно прокрашиваем хорошо, прям мелкими штрихами. Потом, проверяя я прокрас, я начинаю натягивать губы хорошо и смотрю, как хорошо они прокрашены. И тогда мне видно, где, например, мне нужно прокрасить. Например, вот тут я вижу, что чуть-чуть можно прокрасить вот здесь в углу. И локально, где вижу какие-то пробелы, получается, третьим проходом локально начинаю закрашивать какие-то пробелы завершающим. Ну вот после второго прохода, достаточно плотного, у нас уже полностью готовая работа. Третьим я чисто по каким-то местам провожу, какие пробелы вижу. Ну а так в основном основных два прохода. Вот тут вот сухая часть, ее можно прям хорошо прокрасить и широкими штрихами. По уходу я рекомендую хорошо помыть губы и мазать по мере стягивания вазелином. Ну а так стараться как бы особо не трогать. И все. Но не протирать ни хлоргексидином, ничем подобным, потому что зачастую клиенты путают хлоргексидин с перекисью, либо еще с какими-нибудь мазями. О, знаешь, что расскажи интересно? У тебя красивые фотографии. Покажи, как ты фотографируешь. Это же тоже боль многих мастеров. Потому что даже если работа неплохая, фотографируют так, что ничего красивого. Фотографирую работу я, ставлю чуть-чуть телефон под наклоном, чтобы у нас верхняя губа не была больше нижней. И стараюсь, чтобы свет падал более равномерно. Получается, мы сняли чуть под наклоном, чтобы верхняя губа была меньше нижней. Можно снять чуть-чуть сбоку, прямо и чуть-чуть боком. И видео я снимаю, чуть-чуть улыбнись, видео я снимаю вот снизу. Получается, держу боком телефон, чтобы нижняя губа была больше верхней. Это потому что отек так или всегда ты так снимаешь? Если вот так, допустим, снимать, то оно некрасиво. Поняла, о чем ты. Мы закончили процедуру. Мы выкладываем постоянно много видео для того, чтобы вы научились работать нашими пигментами. Если вы их еще не пробовали, то по ссылке в описании к этому видео переходите и покупайте, пробуйте, вы обязательно их полюбите. Так же, как вот Кристина, которая показывала вам сегодня процедуру. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите в описании к этому видео. Ты зайдешь, ответишь, если что, да? Ну и может быть я тоже отвечу. И может быть мы снимем еще новое тоже видео о губах.